Здравствуйте. Мы продолжаем с вами обсуждать концепцию отца Василия Зиньковского. Наша с вами периодизация сейчас будет связана с уже переходом к подростковому возрасту. Мы с вами как раз обсуждали, что периодизация, которую предлагает отец Василий Зиньковский, очень перекликается с той периодизацией, которую предложил Жан Пиаже, которого действительно отец Василий Зиньковский весьма уважал. Как раз здесь та стадия конкретно логических операций, которая выделяется у Жана Пиаже, она в целом завершается к 11-12 годам. Таким же образом, в общем-то, в том же диапазоне возрастов отец Василий Зиньковский рассматривает вот этот вот школьный возраст. По-другому он называет этот возраст второе детство. То есть как бы есть раннее детство, есть второе детство с 6 до 12 лет. Уже, так сказать, здесь начинается переход к подростковому возрасту, который у отца Василия Зиньковского охватывается годами с 12 до 16. Вот мы с вами обсуждали уже проблемы, связанные с периодизацией подросткового возраста. Мы говорили о том, что разные представители психологической науки, они, в общем-то, проводили несколько отличающиеся хронологические границы подросткового возраста. Также мы с вами упоминали о том, что, в общем-то, в настоящее время рассматривается вопрос о расширении границ подростково-юношеского возраста, который сейчас, так сказать, видится как такой затягивающийся, да, продолжающийся более длительное время. Для отца Василия Зиньковского характерно представление о том, что подростковый возраст – это возраст примерно с 12 до 16. Что характерно для этого возраста в плане интеллектуального развития человека и что характерно для этого возраста в плане вообще, так сказать, соотношения духовного начала в человеке и той эмпирии, о которой мы уже говорили, которая является как бы важной частью человеческого устроения, задающей свои какие-то закономерности развития. И здесь, безусловно, на первый план выступает то, что в этом возрастном диапазоне происходит становление репродуктивной зрелости. Человек достигает этой половой зрелости. И, в общем-то, как раз отец Василий Зиньковский здесь подчеркивает, что эта сила пола, которая начинает проявлять себя в подростковом возрасте, она действительно как бы в значительной степени смешивает процесс развития, она приводит к тому, что тот упорядоченный процесс развития, который имел место на предыдущем этапе, тот, который связан с младшим школьным возрастом, он становится гораздо более сумбурным, гораздо более каким-то многоплановым. Мы с вами, безусловно, можем вспомнить в более поздние годы сформулированные психологами представления о развитии подростка, в частности, Эрика Эриксона, в плане этой, так сказать, многоаспектности развития в подростковом возрасте. Но для отца Василия Зиньковского очень важно подчеркнуть, что это вступление пола в такую очень активную фазу своего развития, своего созревания, это действительно является одним из очень важных таких затрудняющих факторов, которые привносят целый ряд проблем, целый ряд каких-то тормозов, каких-то искушений в процесс личностного и духовного развития человека. В общем-то, я думаю, что все, так сказать, люди, имеющие церковный опыт, они прекрасно знают эту закономерность, которая связана с тем, что дети, входящие в подростковый возраст, в этот период, если отцу Василию Зиньковскому его
определять, да, вот с 12 до 16, для них очень характерно то, что они как бы отходят от активной церковной жизни, если они были в нее активно включены до этого. И здесь этому можно дать целый ряд объяснений. Во-первых, это действительно вот то, о чем мы с вами уже начали говорить, это то, что в процессе полового созревания возникает существенная такая нестабильность развития человека, развития вот этого его эмпирического начала. Отец Василий Зиньковский описывает это достаточно как бы такими общими как бы мазками, да, но если мы обратимся к таким более скрупулезным и детальным исследованиям специалистов в течение XX века, то мы с вами действительно увидим, что вот это половое созревание, оно приводит на уровне физического развития человека к тому, что в разные как бы месяцы и годы вот этого периода, скажем, с 12 до 16-17 лет, возникают сдвиги в, так сказать, изменениях, значит, вот сдвиги в развитии различных сторон вот этой вот физической сферы, да, это и новый скачок роста, это и вот изменение комплекции человека, то есть телосложение его. То есть характерно то, что у взрослеющих мальчиков, подростков, у них, так сказать, накапливается мышечная масса в плечевом поясе, и как бы в противовес этому у девочек, подростков, напротив, такая существенная, так сказать, масса, да, она, напротив, так сказать, в большей степени скапливается в тазовом поясе, да, то есть меняется комплекция, меняется силуэт фигуры человека. В связи с тем, что активно растут конечности, вот это одна из особенностей этого скачка роста, который характерен для подросткового возраста, все это приводит к тому, что подросток начинает чувствовать себя несколько неуклюжим и каким-то несуразным. Почему? По разным причинам. Да? И потому, что он очень быстро как бы вырастает, и вот там вырастает из какой-то своей одежды, у него меняется комплекция, да? Ему нужно постоянно думать о том, вот как ему, так сказать, правильно сейчас, так сказать, нужно одеваться. Да? Ему постоянно нужно обращать внимание на то, как он двигается. Почему? Потому что при вот этом скачке роста неравномерно, да, развиваются разные части тела, удлиняются разные части тела. И это приводит к тому, что в общем-то, координировать эти движения, да, становится достаточно сложно. Вот это еще один такой, так сказать, штрих к портрету подростка. Вот действительно ему очень, так сказать, бывает порой неудобно, дискомфортно в координации своих движений, вообще понимании того, как ему, так сказать, сесть, встать, как ему, так сказать, сделать то или иное движение или действие. Значит, также вот в связи с половым созреванием в каком-то своем графике начинают активнейшим образом работать потовые железы, да, и так далее, и так далее. Огромное, так сказать, количество изменений происходит, и это, безусловно, вот является таким как бы эмпирическим основанием. Вот эта вот эмпирия дает целый ряд таких проблем, затруднений, которые действительно осложняют взросление человека, осложняют его самоощущение и его личностное развитие, отвлекают его на себя в значительной степени. Кроме того, если взять, так сказать, то, что касается вот этой вот интеллектуальной зрелости, да, то это как раз вот тот период, который, если мы вернемся к периодизации Жана Пиаже, то это как раз тот период, который у Жана Пиаже описывается как стадия развития формальных логических операций. То есть вот при том, что в младшем школьном возрасте ребенок учился там читать, писать, считать, запоминать, излагать, там, систематизировать каким-то образом и так далее. Причем ему очень важно было,
чтобы у него была какая-то конкретная наглядная опора, потому что он еще не вполне уверенно владел всеми теми логическими операциями, которые у него сформировались. Да? И он, вот как мы с вами уже подчеркивали, если говорить о духовной жизни младшего школьника, то он действительно вот все свои вот эти вот развивающиеся логические возможности, логические операции он также и использует для того, чтобы познавать вот эту церковную жизнь, да, духовную жизнь, что-то о ней узнавать и каким-то образом пытаться систематизировать свои знания. Значит, если говорить о вот этой стадии формально-логических операций, которая как раз наиболее активно происходит в возрасте с 12 до 18, то есть как раз в подростковом возрасте наиболее интенсивно и активно, то, соответственно, здесь важно то, что, во-первых, у подростка возникает желание все осмыслять по-своему. И это желание очень тесно связано с чем? У человека в этом возрасте активно формируются вот эти вот внутренние мыслительные структуры, формально-логический интеллект. Это овладение всеми логическими операциями, это как бы способность уже в умственном плане, во внутреннем плане как бы представлять себе некоторые ситуации, некоторые проблемы в целом, выдвигать гипотезы по поводу тех или иных проблем и мыслительного плана, и по поводу, скажем, особенностей поведения того или иного человека в той или иной ситуации. То есть подросток уже имеет тот интеллектуальный аппарат, который позволяет ему это осуществлять. И вот эта активная, так сказать, фаза развития формальной логики, она действительно имеет и достоинства, и недостатки. Какие? И вот это, безусловно, выражается в том, как вот идет развитие вот этой вот духовной, так сказать, стороны человеческой личности. С одной стороны, у подростка действительно активным образом идет вот этот процесс систематизации его знаний, выработки некоторого своего мировоззрения. Вот если привлекать, так сказать, уже разобранный нами материал, опять же, связанный и с концепцией Эрика Эриксона, да, то мы с вами помним, что очень важные моменты, которые здесь вот, выступают на первый план, это и формирование вот этой своей мировоззренческой идентичности, да, которую Эриксон называет кредо. И действительно, религиозная идентичность становится вот одной из проблем, которую человек этого возраста начинает продумывать. И один из пиков возрастных, на которые приходится особая значимость, особая субъективная значимость вот этих вопросов, связанных с религиозной идентичностью, с мировоззренческой идентичностью в целом. Да? Вот с политической идентичностью это немножечко попозже. Но вот то, что касается религиозной идентичности, то один из важнейших пиков вот этой субъективной значимости этой идентичности – это возраст 12-13 лет. И мы с вами видим, что действительно это, во-первых, да, тот возраст, в котором многие святые, жития которых мы знаем, и люди, известные, так сказать, в церковной истории, они как-то осуществляли для себя очень важный религиозный выбор. Некоторые уходили в этом возрасте в монастырь. Некоторые, вот, например, многими почитаемый старец Сампсон Сиверс, который изначально был крещен в англиканской церкви, и мама его была англичанка, но живя в России, вот он просто поставил перед собой эту задачу, проблему понять, а что же такое англиканская церковь, что такое православная церковь, изучил тщательнейшим образом литературу, историю и принял решение о том, что он переходит в православие. То есть вот это только один очень яркий пример того, как значим возраст 12 лет для вот такого религиозного самоопределения человека. И вот мы с вами можем обратиться к свидетельствам множества священников и к церковной истории, которые нам умножат эти примеры и скажут, что действительно мы можем здесь видеть то, что в ряде случаев в этом возрасте человек существенно самоопределялся в своем религиозном выборе. Да?
и приближался к церкви, принимал очень важные решения. Но, с другой стороны, мы с вами очень хорошо должны понимать, что это начальный период формирования вот этих вот формально-логических операций. Он таит в себе и некоторые искушения. Почему? Потому что вот эта вот формальная логика, она зовет человека к тому, чтобы действительно обо всем пытаться сформировать свое личное собственное мнение. И здесь все те, так сказать, проблемы, искушения, дефекты воспитания, какого-то, так сказать, личностного опыта взросления, да, они могут сыграть свою такую, ну, не вполне благоприятную роль и привести к тому, что подросток начинает занимать вот такую критическую позицию, да, критичную позицию по отношению к церкви, отходит от активной религиозной жизни и, соответственно, как бы отдаляется от нее, и это составляет определенную такую проблему. Да? То есть вот с этой проблемой сталкивался и отец Василий Зиньковский, и он, в общем-то, подчеркивал, что очень важно так внимательно, очень важно очень тактично относиться к каждому подростку, потому что действительно у него очень много проблем, искушений, затруднений. Действительно, вот еще раз, да, вот отец Василий Зиньковский действительно подчеркивает, что вот этот период, вот эта вот падшесть человеческой природы может найти очень много возможностей для своего проявления и для того, чтобы, так сказать, отклонить развитие личности подростка от такого здорового духовного пути развить. Это весь тот комплекс проблем, который обсуждает отец Василий Зиньковский. И, в общем-то, в целом он говорит о том, что можно в ряде случаев наблюдать вот такое как бы затемнение духовной жизни подростка, да, некоторый такой сумбур этой духовной жизни. И это вот та картина, которую наблюдал вот в данном случае священник отец Василий Зиньковский в своей практике. А он, безусловно, очень много общался с молодежью и очень много действительно как бы способствовал вместе с другими представителями русского зарубежья, способствовал тому, чтобы обеспечить оптимальные пути развития, вот если говорить о русском зарубежье, да, то оптимальные действительно пути развития молодежи, которая уже зачастую родилась в другой стране, не в России, которая уже впитала в себя хотя бы отчасти другую культуру, какие-то другие ценности, и, соответственно, вот всевозможные были предложены способы организации и летнего отдыха, да, вот молодежи и, в частности, подростков, всевозможные вот эти вот лагеря, да, всевозможные другие формы работы с подростками и молодежью, которые могли быть им в помощь для того, чтобы они ну, как бы в более благоприятных условиях решали те непростые, трудные задачи развития в подростковом возрасте, о которых мы с вами уже говорили в рамках многообразных различных концепций, о которых уже шла речь. И, в общем-то, отец Василий Зиньковский здесь как бы добавляет, да, вот свои такие наблюдения за развитием в подростковом возрасте. Следующий период развития, который отмечает отец Василий Зиньковский, это юность, собственно, юность, юношеский возраст, который наступает уже в возрасте около 16 лет и продолжается далее. И, в общем-то, вот мы с вами уже говорили о том, что некоторое такое представление о завершении юношеского возраста для, так сказать, первой половины и середины XX века, оно было связано с тем, что вот в целом вот этот юношеский возраст заканчивается где-то примерно там в 19-21 год. И, в общем-то, не случайно в некоторых странах возраст совершеннолетия – это как раз 21 год. Ну и вот еще раз напоминаю, что действительно сейчас, в настоящее время, речь не идет о юридических, так сказать, моментах, связанных с совершеннолетием. Может быть, эти вопросы будут подняты позже, да, но вот возрастные психологи полагают, что, так сказать, юношеский возраст, он как-то вот простирается на более
старшие возраста тоже. Как отец Василий Зеньковский описывает этот возраст, в чем его особенности, в чем его специфика? Значит, он, в общем-то, действительно говорит о том, что это возраст удивительно такой вдохновенный и наполненный некоторыми творческими исканиями. Да? Как вот, если цитировать слова отца Василия Зеньковского, он говорит о том, что юношеский возраст от него веет гениальностью. То есть здесь берут начало разнообразные как бы творческие проекты человека. Человек уже начинает нащупывать какие-то пути своего дальнейшего развития, и он уже начинает делать пробы реализации своего какого-то жизненного плана, своего жизненного выбора. Эти пробы могут быть более или менее успешными, они могут быть и не так сказать, вполне успешными, но тем не менее, вот юношеский возраст – это действительно возраст такого вдохновения и каких-то проб в, так сказать, уже реализации взрослых начинаний. И важно то, что действительно здесь вот личность человека, да, уже находится, собственно, на пороге взрослости, да, уже, так сказать, перехода в, собственно, взрослые возрасты. И вот уникальность вот этого периода, да, она вот как раз и связана с тем, что это возраст вот проектов таких, да, возраст вдохновения, возраст планов, возраст надежд. И, безусловно, отец Василий Зеньковский как священник, как педагог, как психолог, он подчеркивает то, как важно с человеком этого возраста уже как бы общаться, уважая, да, вот эту приближающуюся взрослость, да, приближающуюся личностную зрелость, и тем не менее, как важно вот в нужные моменты уметь поддержать человека этого возраста, который, может быть, встретился с какими-то трудностями, неудачами, может быть, с каким-то крахом своих надежд, начинаний, проб, проектов и так далее. И вот здесь, наверное, важно что сказать, подчеркнуть, да, увязывая вот развитие духовного начала в человеке с развитием его интеллекта, интеллектуальных способностей. Важно подчеркнуть то, что действительно вот в этом юношеском возрасте, да, после 16 лет, с 16 до, скажем, там 20-21 года, действительно вот этот формально-логический интеллект, он достигает некоторого своего такого оптимума, да, как бы он уже начинает себя проявлять как очень мощная способность человеческая. И как раз вот Жан Пиаже подчеркивал, что формально-логический интеллект очень важен для человека, взрослеющего в том плане, что он дает ему возможность планировать дальнейшую жизнь и, собственно говоря, взвешенно уже строить какой-то вот проект своего ближайшего будущего, то есть учитывать различные, так сказать, факторы, да, учитывать какие-то различные возможные затруднения, которые могут встретиться и так далее, да, и, соответственно, вот здесь, безусловно, юношеский возраст дает в интеллектуальном плане много преимуществ человеку по сравнению с подростковым возрастом, когда еще идет и бурный процесс полового созревания, и когда еще идет процесс становления, только становления этих формально-логических операций, он еще не, так сказать, вот завершен, он еще пока в таком процессе, да, и, соответственно, вот понятно, конечно, что человек юношеского возраста, он находится в более таком светлом, да, духовном состоянии. Безусловно, очень важно то, как прошли, так сказать, вот его вот эти стадии развития в упомянутых возрастах с точки зрения развития такого вот сбережения и вот роста, да, вот этого его духовного начала, роста и развития духовного начала, и от этого, безусловно, будет зависеть то, как дальше будет развиваться жизнь
жизненный путь данного конкретного человека, какие выборы он сделает. Скажем, если это тот подросток, который как-то дистанцировался от своей церковной духовной жизни в подростковом своем возрасте, то возможно, что на этапе уже юношеского возраста он вернется к своей религиозной вере, как бы проверив ее вот в таком вот горниле сомнений, характерных для подросткового возраста. И возможно, что он вернется на таком новом уровне, так сказать, к своей вере, да, и сделает уже какие-то важные выборы, связанные с этим. Но вот это бывает не всегда. Безусловно, выборы здесь могут быть самые разнообразные. И как раз отец Василий Зиньковский, и, в общем-то, здесь в этом, так сказать, имеется согласие, да, его точки зрения со всем, вот, скажем, да, известным мне, скажем, да, вот таким сообществом, да, священников. В общем-то, действительно, это тот возраст юношеский, да, в котором очень важно уважать вот эту взрослость, да, и ни в коем случае не пытаться давить на человека этого возраста, а напротив, как бы если есть желание услышать вот какой-то совет и какое-то мнение со стороны взрослого, умудренного, так сказать, годами своими, да, то тогда, так сказать, безусловно, это уместно. Если же нет, то сразу, в общем-то, надо поостеречься и проявить такую осторожность и так для того, чтобы вот эта свобода человеческая, да, чтобы она не была как бы вот такой вот насилуемой свободой. И, безусловно, отец Василий Зиньковский, как священник, который видел, да, множество человеческих судеб, он говорит о том, что, безусловно, полноценное преодоление, да, возможность полноценного преодоления человеком вот этой вот своей падшести, точнее преодолевания последовательного, да, вот этой падшести, она возможна только в лоне церкви. То есть именно церковь, да, с ее таинствами, да, с ее таинствами исповеди, причастия и другими таинствами действительно дает ту возможность, да, преодоления абсолютного большинства тех проблем, затруднений, как бы черт вот этой вот падшести, да, человеческой природы, с которыми сталкивается человек в различные периоды своей, так сказать, жизни, да, своего взросления, вот в частности проходящего по тем этапам, которые, значит, предлагает к рассмотрению отец Василий Зиньковский. У него есть замечательные книги, которые посвящены подростково-юношескому возрасту. Это такая небольшая по объему, но очень содержательная книга «На пороге зрелости». В общем-то, вот русское зарубежье многообразно работало над проблемами религиозного воспитания, чего, как понятно, да, так сказать, не было в Советской России, так сказать, было, наоборот, антирелигиозное воспитание. И вот здесь, безусловно, можно упомянуть еще одного очень важного такого специалиста по проблемам религиозного воспитания, церковного воспитания. Это педагог Софья Сергеевна Куламзина, которая также, в общем-то, разрабатывала вот эти проблемы, связанные с помощью и сохранению этнокультурной идентичности русских, находящихся в эмиграции, и религиозной идентичности русских, находящихся в эмиграции, и, так сказать, проходящие различные возрастные этапы своего пути жизненного, да, своего развития вот в некоторой такой инокультурной среде. Вот эту часть рассмотрения концепции отца Василия Зиньковского мы сейчас с вами завершаем. На следующем занятии мы рассмотрим то, как отец Василий Зиньковский и другие психологи, в частности практические психологи, рассматривают некоторые проблемы учебной деятельности, готовности к школе. И вот мы с вами продолжим эту тему, поскольку вот оказывается удивительным образом советская психология, да, и, так сказать, концепция отца Василия Зиньковского, они удивительным образом как бы перекликаются в понимании вот духовного смысла учебы,
но выражают это разными, так сказать, терминами, разными словами. Сегодняшнее занятие мы с вами завершаем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.